Привет, я доктор Берг, и сегодня мы поговорим о яблочном уксусе, о его пользе и мифах о нем. Один из мифов считать, что в яблочном уксусе много питательных веществ, их там нет. В нем минимум витаминов А и С, и содержание микроэлементов в нем невысокое. Но в яблочном уксусе есть кое-что более важное, благодаря чему он помогает при многих недомоганиях. В нем содержится уксусная кислота. Это кислота, и я объясню, почему она работает. Многие не согласятся, но организм человека, и я утверждаю это на основании проведенных мной за многие годы осмотров, это среда с чрезмерной щелочностью. Уверен, вы слышали иное мнение, будто в теле слишком кислотная среда. Но это неправда. Вы должны помнить, что каждая часть тела имеет разный pH, водородный показатель. Повышенная кислотность? А какой именно pH имеется в виду? Мочи, или мы говорим о слюне? Реальный показатель pH определяется только по крови. Но протестировать это очень сложно, ведь как только вы берете кровь, происходит окисление, и pH тут же меняется. Определить это можно, но это дорого. Поэтому тут главное симптомы. Если хотите разобраться, поищите в интернете. Забейте в поиск ацидоз и симптомы повышенной кислотности, и посмотрите симптомы алкалоза, повышенной щелочности. Так вы сможете увидеть имеющиеся у вас симптомы и сделать выводы. Итак, мы с вами имеем в виду показатель pH именно в крови. У большинства людей этот показатель чрезмерно щелочной. Да, кровь должна быть немного щелочной, но тут она становится слишком щелочной. Вот почему яблочный уксус так хорошо работает. Он меняет кислотно-щелочной баланс. И даже его незначительное изменение оказывает огромное воздействие, потому что pH очень важен. Он способствует транспортировке микроэлементов, активации энзимов, стимулирует работу щитовидной железы, ускоряет метаболизм и многое другое. Давайте взглянем более детально на эту уксусную кислоту. И pH-показатель уксусной кислоты очень кислотный. 2,5 — это почти как pH желудочного сока. Высокая кислотность. Для желудка такой pH идеален. Люди считают это изжогой. И, к слову, изжога, кислотная отрыжка, несварение — все это симптомы повышенной щелочности желудка. И пищеводный клапан не закрывается. Многие ошибочно считают это повышенной кислотностью. Если вас мучит отрыжка или изжога, примите немного яблочного уксуса. Вам сразу станет легче. Этот верхний клапан начнет закрываться, и кислота перестанет проникать вверх. Помогает при отрыжке, изжоге, несварении. Когда мы становимся старше, годам к 50, 60, 70, pH нашего желудка начинает повышаться и становится все более щелочным. Поэтому с возрастом кислота нам более необходима для усвоения белка и микроэлементов. Потому что при щелочном pH, что встречается часто, не усваиваются кальций и микроэлементы, как раньше. И тогда происходит вот что. Кальций начинает скапливаться в мягких тканях организма. И это приводит к отложениям кальция. Из-за этого пожилые люди страдают от ригидности, от артрита, бурсита. Скопление кальция в глазах приводит к катаракте, в суставах — к артриту, в нервах — к невриту, в почках и желчном пузыре — к камням, а в зубах — к зубному налету. Все эти проблемы могут быть от нарушенного pH. Это алкалоз, хроническая повышенная щелочность во всем вашем организме. В таких случаях я рекомендую принимать жирорастворимые витамины для вывода кальция, например, витамины D и К2, но в этом видео мы говорим только о показателе pH. Итак, что же вызывает эту повышенную щелочность? У меня в руках энциклопедия эндокринологии от компании Сиба, том 4. Автор доктор Фрэнк Неттер. Это учебник для медшкол, но в нем доступно объяснена физиология, и любой сумеет понять, как работает наш организм. В главе о повышенном кортизоле, это, кстати, гормон стресса, говорится, что он также является причиной повышенной щелочности. Одна из причин — стресс. Если вы живете не на Земле, это вас не затронет. Для остальных стресс — обычное состояние. И тело становится слишком щелочным. Худшее, что можно сделать, это начать пить щелочную воду.
Щелочную воду пить можно, но не нужно ощелачивать ее еще больше до 8 или 9. Ведь от этого телу станет только хуже. Организм просто не сможет усваивать кальций. В надпочечниках из-за стресса и высокого кортизола щелочность повышается, и вы теряете очень важную штуку под названием H+. Если вы не проспали химию в школе, то вы знаете, что H+ — это кислота. Другими словами, из-за сбоя надпочечников эта кислота выводится через мочу, что приводит к повышенной щелочности. Посмотрите, как сильно воздействие стресса. Организм с повышенной щелочностью не усваивает кальций. Этот кальций скапливается и все забивает, но не усваивается. И вот у вас начинает дергаться левый глаз. Замечали, когда у человека стресс, у него дергается глаз? А знаете почему? Потому что изменился pH, и человек не усваивает кальций. Это приводит к дефициту кальция. Можно принимать кальций, но если pH не в норме, результата не будет. Дергается глаз, выпейте яблочного уксуса. И бум, pH падает, кислотность повышается, кальций усвоился, дергание прекратилось. Судороги в голени. Яблочный уксус — это лучшее, что активирует кальций и устраняет эти судороги. Невралгия, неврит. Особенно сильная мигрень, артрит, ломящий то этот сустав, то тот. Дайте ему яблочного уксуса, боль отпустит. Итак, стресс приводит к повышенной щелочности. Вы теряете кислоту, и вы теряете калий. Да, я заговорил о калии, просто это тоже очень важная тема. Повышенная щелочность приводит к потере калия. А потеря калия еще более повышает щелочность организма. Такая вот взаимозависимость. Кто-то говорит, пейте яблочный уксус, и калий повысится. Но дело не в этом. Яблочный уксус не повышает содержание калия в теле, а останавливает его потерю. Кислотность повышается, а это благотворно сказывается на калии. И посмотрите сюда. Вот к чему приводит дефицит калия. Высокое давление, запоры, слабость, утомление, аритмия. Вы наверняка слышали, что яблочный уксус может помочь при высоком давлении, запоре, слабости, аритмии. Все дело в том, что он помогает удержать в организме калий. Все это благодаря цепной реакции при выводе pH на нужный уровень. Некоторые пьют много протеиновых напитков или употребляют много белка, например, на диете Аткинса или на высокобелковой диете. Одним из продуктов белкового обмена является вещество под названием гуанидин. Это химическое вещество. Его щелочность очень-очень высока. Это может привести к нервному тику, невралгии и сильному артриту. И даже если вы сидите на кето-диете и потребляете много белков, вы можете чувствовать ригидность в суставах и страдать от артрита. Выпейте яблочного уксуса, он поможет вывести гуанидин. Яблочный уксус — это своего рода антидот, очищающий организм от продукта белкового обмена, когда его становится слишком много для печени и организма в целом. Итак, эта кислота, яблочный уксус, помогает усвоению микроэлементов, мобилизации кальция, а также усвоению белков без последствий. Поддерживает иммунную систему, и я скажу вам, как именно. Наверняка вы слышали, что люди принимают витамин С при простуде или вирусной инфекции. Вообще помогает не сам витамин С, и в большинстве случаев люди принимают вовсе не его. Они принимают так называемый ложный витамин С, аскорбиновую кислоту, которая не является полноценным витаминным комплексом, с чем, опять же, многие не согласятся. Синтетический витамин С производится из аскорбиновой кислоты и кукурузного крахмала. Ни в кукурузе, ни в кукурузном крахмале нет витамина С, как и в аскорбиновой кислоте. Как можно смешать то, в чем нет витамина С, сделать аскорбиновую кислоту и считать ее витамином С? Это подделка. Реальная польза витамина С или аскорбиновой кислоты в том, что это кислота. Для поддержания иммунитета гораздо полезнее выпить уксусной кислоты. Простуда, жар, вирусная инфекция — примите яблочный уксус. Это очень важно. Очень важно. Настоящая польза яблочного уксуса в том, что он окисляет чрезмерно щелочное тело. Далее я покажу, как приготовить напиток, который я пью регулярно.
Итак, вот мой рецепт клюквенного напитка. Он есть в моей книге в 10 главе. Надо было бы назвать его яблочно-уксусным напитком. Рецепт очень простой, и советую вам его попробовать, если вы хотите похудеть. Выпивая его до еды 3 раза в день, вы будете худеть гораздо эффективнее за счет стимуляции щитовидной железы и повышения кислотности желудка. Если у вас очень медленный метаболизм, то исключите из рецепта клюквенный сок. Итак, берем яблочный уксус марки Berg, мой любимый. Смешиваем чайную ложку уксуса с водой. А лучше 2. 2 чайные ложки уксуса с водой перед каждым приемом пищи. Некоторые считают, что нельзя пить воду перед едой. Но это кислотный напиток, он поможет сбалансировать кислотный баланс желудка. Следующий ингредиент — мой любимый лимонный сок Italian Volcano. Это органический лимонный сок, и он просто восхитителен. Его можно купить в магазинах здорового питания. Эти лимоны выращены на почве, удобренной вулканическим пеплом. Добавляем в наш напиток чайную ложку лимонного сока. Можно взять другой лимонный сок, подойдет абсолютно любой. Можно даже просто отжать лимоны. Я люблю этот сок, потому что я избалован. Дальше берем клюквенный сок. Обязательно прочтите этикетку. Это должен быть только клюквенный сок. Не микс клюквенного и, скажем, виноградного или яблочного сока. Они лишние. Добавляем чайную ложку. И, в принципе, наш напиток готов. Также я люблю добавить имбирь, вам это делать не обязательно. Но если хотите, можно натереть имбиря, и это добавит в ваш напиток остроты. Можно также добавить экстракт имбиря, он жидкий, что-то вроде имбирного сока. С ним напиток будет острым. Имбирь вообще очень полезен, хорошо тонизирует. Опять же, если он неприятен на вкус, скорее всего, вашему организму он не нужен. А если нужен, вас будет к нему тянуть, и вам от него будет только лучше. Попробуйте этот напиток перед едой и посмотрите, насколько вам станет лучше. Что ж, успехов вам и отпишитесь в комментариях. До встречи!